вечер, дорогие друзья! Центр восточных культур приветствует всех в библиотеке Маяковского в чудесном зале Медиахолл на завершение нашего фестиваля культур стран Востока. Спасибо, Владимир, уже рассказали немножко и о нашей деятельности, и о том, что проходят разговорные клубы на китайском языке, и какой у нас получился фестиваль. Я надеюсь, что те, кто присутствовал у нас, кто бывал на мероприятиях, очень надеюсь, что вам понравилось. И мы надеемся продолжать такую традицию, осенью устраивать такой чудесный фестиваль, посвященный восточным культурам. Ну а сегодня, я думаю, что нас ждет не менее увлекательное завершение этого фестиваля. Нас ждет прекрасное путешествие в наследие древних. Мы узнаем очень много интересных философских мыслей, китайскую картину мира. Я думаю, что нас познакомит с этой картиной, справится с этой задачей блестящий Владимир Елисеев, полиглот. Мы чуть позже еще сможем познакомиться с носителем языка, с носителем культуры, с Лю Гэцэнь. Она преподает китайский язык и у нас ведет разговорный клуб на китайском языке. Так что если у кого-то есть возможность, желание, тоже будем рады вас видеть. Ну а сейчас давайте дружно поприветствуем Владимира Елисеева. Да, Мария, спасибо большое. Джахао. Начинаем мы сегодняшнюю встречу. Я, только люди подошли, еще раз повторю, что времени у нас очень мало, и мы сегодня хотим успеть и небольшую лекцию, и в то же время практику, мастер-класс по общению на китайском, поэтому в самом начале я прошу меня не перебивать, я особо про себя тоже рассказывать сейчас не буду. Мы полчаса его послушаем, а в конце у вас будет дополнительное время для того, чтобы в целом, если у вас возникнут вопросы, мы могли их обсудить и найти, может быть, или не найти, если получится, ответы. Итак, поехали. Начнем мы с небольшого Чингюя, Конфуция, Дэн Гуджисин, пересматривая прошлое, узнавать новое. И можно сказать, что это определенная философия, сохраняя традицию, сохраняя те древние трактаты, знания, в то же время быть адаптивным, в то же время изменяться, уметь получать новые знания и не конфликтовать при этом. То, что старые знания, они не входят в конфликт с новыми знаниями. И если говорить про культуру, то очень интересно, что само слово «культура» на китайском это «вэнхуа». «Вэн» означает речь, письменность. И очень интересно, один из ученых, занимающихся китайским, мне очень понравился, он этот иероглиф перевел как «узор». То есть само слово «культура», оно скорее окультуривание чем-то. Если брать в русском языке этимологию из латыни, скажем так. А в китайском культура — это в первую очередь тексты, знания, передавающиеся посредством чтения книг, изучения этих книг, изучение иероглифов. И поэтому в первую очередь мы с вами будем говорить про книги на сегодняшней встрече. Перед входом в аудиторию, может быть, видели, там целая выставка. Я сегодня еще пару книжек здесь выложил специально, потому что книжек по китайскому очень много, и есть очень особые книжки. Нисколько даже не только, скажем так, по китайскому, но по китайской культуре. Первая книга — это «Мудрость китайских иероглифов». Очень вам рекомендую к чтению. Она рассказывает о том, как вообще появились иероглифы, как они устроены, как их понимать. И здесь на многие вопросы культурные, как связаны сороки, китайский праздник всех влюбленных. Много-много-много разных культурных моментов, которые есть в этой книге. Это издательство «Шанс», у них очень много. Не так давно, они очень свежие издания выпущенных книг. И мы начнем с самых, можно так сказать, важных иероглифов. Иероглиф, означающий единицу «и». И что такое единица? Это начало всего. Лао Цзы говорил, дао рождает одно. Под этим одним подразумевается первозданный хаос, существующий прежде формирования всех вещей в природе. Это процесс появления бытия из небытия. То есть у нас ноль, можно так сказать, и появляется единица. И в древности люди относились к единице с крайним почтением и называли его тай-и,
великая единица и великое единое. И можно так сказать, что единица – это небо. Да? Первое – это небо, то, с чего начинается. И следующее у нас двойка. Да, видите, очень просто. Была одна черточка, появилась вторая черточка. И говорится, что Вселенная, она делится на два начала. Одно рождает два. То есть появилась единица, единица создает двойку. Это означает, что единица, появившаяся в самом начале, содержит в себе инь и янь. Китайцы любят двойку, поэтому в китайском языке существует множество выражений, где фигурирует эта цифра. Но я здесь не буду вдаваться. Да, и важно, что у нас есть вот это, и можно видеть, да, здесь история того, как изменялся этот иероглиф. И интересно, что числа, они практически исторические, потому что они очень простые, да, казалось бы, как их рисовать, опять же, они не изменились. Ну и после двойки у нас следующий иероглиф. Да, логично. Тройка. Да, сан. Соответственно, китайцы считают тройку мистической цифрой. И Лао Цзы говорил, 2 рождают 3. Вот сейчас мы на эту фразу особенно обратим внимание. А 3 рождают все существа. И вот здесь есть переводческая ошибка. Я сейчас вам, как полиглот, как раз вот почему я в самом начале до этого немножко рассказал, что я буду рассказывать вам как полиглот, потому что я изучаю тексты с разных сторон и нахожу эпизодически различные ошибки. И эти ошибки, они могут быть очень критичны для того, чтобы понимать, о чем идет речь. И очень часто при переводе очень сильно может искажаться тот смысл, который был внесен в этот древнейший текст. Да, вот как Кирилл Катков тоже рассказывал здесь совсем недавно о том, что переводы, они могут очень сильно искажать. И для этого очень важно иметь возможность, уметь, я вам сейчас немножко продемонстрирую, как это можно сделать, анализировать, насколько действительно то, что написано, переведено правильно. Итак, здесь говорится о том, что 2 рождает 3, а 3 рождает все существа. В мире существует инь и янь, взаимопревращение которых порождает множество вещей. Поэтому через цифру 3 можно выразить значение множества. И интересно, что если мы проведем вертикальную черту, да, между этих 3 иероглифов, мы получим еще один иероглиф царь, ван. Да? И вот всего там 2-3 черты и уже целая история. Но посмотрим, как это выглядит в оригинале. Да, то есть вот это вот одно рождает 2, 2 рождает 3. Как оно выглядит в Дао Цзи Цзин. Это оригинальный текст. И еще можно увидеть здесь 2 варианта. И в связи с тем, что текст древний, он переписывался, были даже опечатки. Да, то есть мы смотрим одну версию Дао Цзи Цзин об этом и использован один иероглиф. Мы смотрим другую версию, здесь использован другой иероглиф. И как это выглядит, да? И Шен Ар, одно рождает 2, А Шен Сан, да, 2 рождает 3. И вот здесь интересно, вот эта вот концовка. Сан Ше, Ван Ву. Да, то есть тройка рождает, как там написано, множество вещей. Но это некорректный перевод. Да, потому что вот этот иероглиф ван, да, вот то, что я вам показал, что если мы их соединим, получится ван. Да, созвучие, очень похожие слова. И по сути, если так образно, да, единица это небо, двойка это земля, тройка это на самом деле человек. И получается, что царь это тот, кто соединяет небо, землю и человечество. И человечество, оно находится между небом и землей. И вот этот иероглиф ван означает на самом деле 10 тысяч. 10 тысяч, дальше вот это у, как переведено было, вещей или сущностей, но это не совсем, опять же, корректно. Потому что если мы посмотрим, древнейший, это один из древнейших этимологических словарей, да, вот этот иероглиф у, это 10, ван у, да, 10 тысяч вещей, это на самом деле созвездие Ню. Да, вдруг неожиданно у нас здесь появляется созвездие, речь о созвездии идет, корова. Да, вот этот значок, который вот здесь вот он слева, речь идет о созвездии корова. Великая вещь. Счет мироздания начинается с его, с звезды Цанью. Да, то есть это не просто о предметах, да, там, я не знаю, о горшках, плошках, тарелках, а это о небе, о звездах. И речь на самом деле, вот как я бы это перевел, этот кусок,
что это рождает 10 тысяч объектов. Если мы посмотрим, где же эта корова, у меня есть специальный слайд, да, то вот здесь вот существует вот представление китайцев, это из книги Бронислава Брониславовича Виногродского, мы к нему еще сейчас придем, то есть 28 основных созвездий. И вот по цифре 9, вот она и есть. Да, то есть именно с этой точки рождается мироздание, можно так сказать. И дальше идет, вот эти все 10 тысяч объектов, они появляются. Если посмотреть вот с этой точки зрения, можно подумать о том, что небо — это древнейшая книга. Да, причем книга вечная. Потому что записи на пальмовых листьях, они в конце концов портятся. Записи на бамбуковых дощечках, они стираются. А небо 1000 лет назад, 2000 лет назад светило звездами. И звезды, по сути, были те же самые. Конфигурация, может быть, немножко меняется в конечном счете. Но, как это было 1000 лет назад, 2000 лет назад, эти созвездия, они все те же. И сквозь поколения мы можем знать о том, где они, как друг за другом идут. Их последовательность вот этих созвездий. Она как была, так и осталась. Прошла 1000 лет, 2000 лет, 3000 лет. И все осталось все точно так же. Да, то есть неожиданно оказалось, что 3 рождает множество вещей. Речь идет совсем не о вещах, не о предметах. А речь может идти совсем о другом. И продолжая эту тему, думаю, что многие из вас знают о таком понятии, как ци или чи, да, очень важный для китайской культуры. Энергия. Ну или прану, по-индийски можно назвать. Этот иероглиф состоит из 2. Это рис и, собственно, пар. И энергия, вот эта ци, она может быть небесная энергия, внешняя энергия, и может быть внутренняя энергия, внутри человека. Ну или внутри растения, внутри животного. И у этой энергии есть определенные законы. Что же это за законы и где нам о них узнать? И одна из, скажем так, важнейших книг в китайской культуре, в китайской истории, это вот эта вот. Да, и она в первую очередь посвящена китайской медицине и науке о том, как протекает энергия и как с ней работать. Но она говорит не только о здоровье, она говорит о здоровье мировоззрения, мировосприятия и в принципе жизни как таковой. И существует сейчас 2 книжки, по сути, да, это вот Бронислав Брониславович Виногродский, который, у него огромное количество книг, переводов, и огромное ему спасибо за это. Да, вот этот 2-томник, он называется «Трактат Желтого Императора», вот первый том о внутреннем, второй называется «Ось духа». Ну, здесь не видно, но он называется «Ось духа». И вот буквально в прошлом месяце, не совру, вышла новая книжка с участием врача Цуй Линь, да, то есть это практикующий китайский врач, которая сделала комментарии на первые 2 части внутри вот этого тома. То есть внутри этой книжки есть 24 части, и первые 2 их прокомментировала, это заняло целых 360 страниц. Всего 2 части из 24. То есть вот эта сама книжка, там около тоже 370 страниц, да, и только 2 части переведено, здесь это заняло столько места, потому что каждую строчку внутри древнего трактата, ее можно объяснять очень-очень обширно. И особенно если это практикующий врач китайской медицины, погруженный в контекст, понимающий, о чем идет речь. Да, то есть вопрос в том, что может быть на древнекитайском особенно написано всего 3-4 слова, но за этими словами стоит очень-очень-очень много информации. Здесь нужно еще понимать, опять же, как я вот говорю про бамбуковые дощечки, что нужно было как можно меньше потратить ресурса, ну я имею в виду того, чем пишут, на чем пишут, для того, чтобы передать как можно больше информации. Поэтому как можно более компактно и сконцентрированно эти знания они передавались. Очень вам рекомендую. Вот эту книжку, к сожалению, в библиотеке найти невозможно, ее можно купить, а вот эта книжка, она есть на Литресе.
прямо вот через библиотечный доступ вы вполне можете ее открыть и уже начать читать. Там берется каждая строчка и разбирается подробно о том, что же в ней написано. И мы возьмем один из маленьких фрагментов из этой книжки, тоже посмотрим, насколько он корректен или некорректен. Да, что же это такое? И я вообще еще могу сказать, что изучая ресурсы различные самих китайцев, видеоресурсы, не только видео, практически везде, что касается китайской медицины, всегда отсылка идет к этому трактату Желтого Императора. Поэтому всем, кто интересуется китайской культурой, я считаю, что его нужно прочитать обязательно, потому что вы поймете очень-очень многое. И вот эта цитата, она, продолжая вот эту тему нашу про небо, землю и человека, она как бы следующая часть дается. И здесь самое главное, вот эта первая верхняя строчка о том, что Тьян, Йо, Сы, Ши, У, Син. Да? И посмотрим на перевод, что же у нас здесь написано. И точнее ее послушаем еще. Я специально здесь подготовил видео, чтобы послушать, как она звучит в оригинале. 天有40五行，一生长修藏，一生寒暑造湿风。 Что? Да, есть комментарии на английском, да, вы правильно заметили, да, то есть есть некоторые видео, и они особенно ценны, что как раз полиглот, вот я про это и говорю, что есть возможность смотреть видеозаписи и с китайским языком, и с китайскими иероглифами, и в том числе есть субтитры на английском языке, которые нам помогают получить контекст. Запустить вы его хотите? Вы его записать хотите? Я вам могу ссылку потом дать, откуда оно взято, собственно. 天有40五行，一生长修藏，一生寒暑造湿风。 Да, и посмотрим на перевод Бронислава Брониславовича. На небе существует 4 времени года и 5 стихий. Вот я отдельно вот это слово стихии выделил, потому что нам нужно будет про него сейчас отдельно проговорить. Которым соответствует рождение, взращивание, сбор урожая и сохранение урожая. Эти функции рождают холод, жар, сухость, влагу и ветер. И вот здесь есть очень большая ошибка. Да, вот это слово «стихия», оно очень здесь некорректно. И мы с вами сейчас убедимся в том, что это действительно так. 提起中医里的五行，木、火、土、金、水，很多人会误认为是五财。五财也就是人们现实生活中看得见、摸得着的五种物质：木、火、土、金、水。 Да, о чем этот видеофрагмент? Здесь говорится о том, что очень часто путают вот это значение син в самом конце, у син, 5 син. Да, и мы сейчас разберем, что вот этот иероглиф син означает, что его путают с термином уцай, да, что путают его с термином элемент, материал. Вот это цай, оно означает материал. И в самом иероглифе там вообще, собственно, дерево нарисовано. Да, вот это вот у нас иероглиф син. Мы про него сейчас отдельно проговорим, он очень важный. И тоже здесь можно обратить внимание, что на английском переводят как five elements, отдельные 5 элементов. Да, как вот стихи у Бронислава Брониславовича, здесь говорится как о 5 элементах. Да, дерево. Что это за элементы? Дерево, огонь, земля, металл и вода. Да? Да? И что здесь сказано дальше? Многие люди ошибочно верят в то, что, да, вот прям по-английски вы можете легко увидеть, кто знает английский, что они 5 meters здесь написано. Да, и вот этот вот цай, вот этот, видите, совсем уже другой иероглиф, он означает материал. То вот как раз, что можно было бы перевести как стихии. Но речь не о стихии. Да, что же такое уцай? Да, то есть объяснение идет, что же такое уцай, что это за 5 материалов. И это как раз и есть вот эти 5 элементов, да, но не вот эти 5 син. Большая разница. Да, и что это, опять же, это металл, дерево, вода, огонь и земля. И мы их можем видеть в материальном виде, да, в мире. Можем видеть деревья, мы можем видеть металл, причем это бывает, что под этим иероглифом имеется в виду именно золото, именно поэтому здесь золотые слитки.
У нас есть огонь, у нас есть вода, мы их можем потрогать и почувствовать. Но усин – это не вот эти материалы, вот это очень важно. И мы с вами сейчас посмотрим следующее видео. 那么五行当中讲的是什么呢？什么是五行呢？ Да, и вот, собственно, девушка в этой, это целая передача, собственно, да, на вот этом канале CCTV, посвященная именно вот этому вопросу, о том, что такое усин. И она спрашивает у этого профессора, которого мы сейчас с вами увидим, о том, что же такое тогда усин, если это не вот эти 5 материалов, то что на самом деле такое усин? И он дает нам ответ на этот вопрос. 我们中国的古代，它用词是非常准， И он говорит о том, что в древности китайцы очень аккуратно и точно использовали слова. Да, очень четко и очень точно они использовали иероглифы для того, чтобы передать те знания, которые нужно было передать. 确的也是非常严谨的。五行，五行 А вот мы увидим, да, здесь каллиграфия уже усин. Да? Что это не уцай, а усин. Шенма, что это? 形是什么意思啊？说文解字说了，形人之 И он ссылается опять же на вот этот шовенцвей, то есть древний этимологический словарь, что вот этот иероглиф, он означает сделать шаг вперед. Да, то есть иероглиф этот означает на самом деле шагать. Если взять исторически, ну вот здесь информации об этом нет, вот это значит шагать левой ногой, это шагать правой ногой. Да, то есть сам вот этот иероглиф означает совершать шаг. Да, то есть по сути усин это 5 шагов, можно так сказать. Либо еще мы можем это перевести. 步趋，就是人漫步往前走，是吧？所以运行行 Да, то есть это означает движение, перемещение в первую очередь, да, означает совсем не какие-то там стихии. 动，就是行啊，运行的意思啊，是五行，五行是大自然界 Да, и вот очень важно, следующее, что он говорит, чуть-чуть нужно вернуть там назад, да, что это refers to the 5 states. Это относится к 5 стадиям. Да, то есть это не 5 отдельных, различных, отделенных от друг друга элемента, а это просто стадии вида изменения одной энергии. Да, то есть у нас энергия Чи, она перетекает из стадии одной в стадию другую. То есть это та же самая энергия, это не что-то другое, это просто ее новая стадия. Как у нас есть утро, день, вечер, ночь. Это просто разные стадии времени суток. Это не отдельное солнце, которое было утром, или отдельное солнце, которое было вечером. Это все то же самое солнце. Просто у нее есть разные стадии того, как оно в течение дня у нас движется по небу. И дальше мы с вами сейчас узнаем, почему же это так важно. 是什么呢？什么是五行呢？ 行是大自然界气运动的无 Да, то есть движение ци, chi movement in the nature. То есть как энергия ци, она движется в природе. То есть вот этот шаг, это шаг движения ци, движение этой энергии, перетекание энергии из одного состояния в другое. Это не разные отдельные друг от друга элементы, стихии. Да? Это одна и та же энергия, которая трансформируется. 种状态，五种状态啊。这就叫五行。 И дальше, если мы посмотрим еще следующую книгу, сейчас мы все это вместе с вами будем собирать, то есть вы поняли, да, идею того, что это перетекание энергии. Мы вернемся еще к этому трактату. Следующая книга очень древняя, ей около там, минимум 1500 лет. Это, по сути, прописи для детей, 1000 словен. Ну, называется, это 1000 иероглифов, которые собраны в стихотворной форме для того, чтобы дети учили китайские иероглифы. В этом тысячесловии ни один иероглиф не повторяется и сделан в виде стихотворений. И, к сожалению, очень мало о нем знают, вот об этой книжке, я имею в виду, об этом тексте. Мне кажется, для тех, кто изучает китайский язык, вот именно хочет тренировать каллиграфию, позапоминать иероглифы, вот это один из самых лучших текстов. При этом в этой книжке, к сожалению, я могу сказать, нету применения к иероглифам. Есть описание, мною вот буквально в этом месяце сделан перевод дословный каждого иероглифа. И если хотите, на сайте у меня он выложен вместе с прописями, для того, чтобы тренировать, собственно, это самое тысячесловие.
Но здесь очень интересная книжка, и здесь очень две важные цитаты, которые в ней написаны. Управление вообще управление как таковое имеется в виду, основано на фермерстве, подходящее время посева и сбора. И следующее. Беспрестанно вращается большая медведица. Лунный свет заливает весь мир. Казалось бы, вообще какая здесь во всем этом взаимосвязь? И дальше еще, это даже не книжка, это целый автор, он очень редкий автор, Давыдов Михаил Алексеевич. Я могу сказать, что это удивительный человек с удивительной литературой, его книжки очень сложно достать, их очень много, он их издает в Пензе «Золотое сечение» у них, и они и о китайской медицине, и о китайской астрономии, и о идзине, очень-очень много разных тем, посвященных китайской традиции, китайской культуре, и сделаны они очень качественно. И сейчас вот следующий слайд, можно так сказать, ключевой для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Здесь у нас, видите, две таких картинки, два цикла. Это циклы того, как природа перетекает как раз вот по этому СИН из одного состояния в другое. Да, то есть у нас была речь вот в этом трактате, что существует 4 времени. И речь идет о 4 временах года. Да, то есть это зима, весна, лето и осень. 4 времени. И у них существует в том числе 5 стадий. Да, и это есть рождение в том числе, расцвет, упадок и смерть. Да, то есть у нас что-то рождается, и потом проходит соответствующий цикл, и дальше происходит перерождение. И здесь очень важно понимать, что, вот, к сожалению, как раз, да, вот что я хотел сказать до этого, что вот об этом те, кто исследует китайскую медицину, китайскую культуру, очень мало рассказывают. Рассказывают о том, как взаимосвязаны вот эти как бы стихии, которые не стихии, но о том, что все мировоззрение, оно построено на природных циклах, и на том, как природа меняется с течением года, не только года, да, потому что календарь китайский – это тысячелетний календарь. У них расписан календарь на 1000 лет вперед. И он построен на циклах. И очень важно здесь что? Для того, чтобы мы могли выживать, нам нужно что? Нам нужно, чтобы у нас была еда. Поэтому фермерство, оно очень важно для управления, очень важно фермерство. Да, потому что еда – это основа жизни. Но для того, чтобы у нас была еда, особенно в древности, нам нужно вовремя посадить соответствующее зерно и вовремя собрать урожай. И очень интересно, что, например, слово «год» в китайском языке, например, «няй» или «цуй», оно означает и год, но в то же время оно означает урожай. Время урожая – это у нас осень. Но если мы не сделаем соответствующие действия весной, никакого урожая у нас не будет. И что это означает? Это означает, что нам нужно планировать заранее и действовать совсем не в том месте, где нам нужно получить урожай. Да, есть еще такая поговорка у китайцев, что глупо рыть колодец, когда ты захотел пить. Да, то есть нам нужно мыслить стратегически. Нам нужно мыслить на много шагов вперед, как раз шагов, да, как в русском языке мы говорим. Нам нужно мыслить на несколько шагов вперед, чтобы в тот момент, когда мы дошли до соответствующей стадии, у нас уже получился соответствующий результат. И можно видеть, что здесь есть вот эти вот стадии, но что все эти стадии удерживает? Эти стадии удерживает центр. И поэтому Китай на самом деле называется Джунго. Да, то есть это центрированная страна. И вот здесь отдельно вот на слайде у меня есть, я вам хотел бы показать вот эту книжку. Это один из 4 главнейших конфуцианских трактатов, его перевод. Джун Юн. Это учение о том, как держать середину, как держать баланс. И это очень важный вопрос во всех областях, скажем так. И в областях здоровья, и в областях планирования, в областях управления. То есть очень важно выдержать эту точку середины для того, чтобы оно было сбалансировано. И вот в этом цикле временном очень важно, что все китайские праздники, они подчинены соответствующему ритму.
И не только китайская, я могу сказать, что индийская культура, она тоже на этом построена. У них есть такое понятие, как риту. Есть даже такая идея, что слово ритуал, оно оттуда происходит. Они, все эти праздники выстроены по лунному календарю, и все сочетаются соответствующим ритмом. И ключевые здесь, да, видоизменения, которые есть, это у нас что? Это летнее солнцестояние и зимнее солнцестояние. Да, то есть максимальная минимальная точка, когда у нас солнце активно. И у нас весеннее равноденственно, и осеннее равноденствие. Это середина. Да, сбалансирование происходит. И если мы посмотрим на календарь, опять же китайский, вот эти точки, они как по диагонали. В каждом из сезонов существует межсезонье. Да, то есть вроде как у нас сезона 4, весна, осень, лето, зима, но в каждом из этих сезонов существует межсезонье. То есть время, когда переходит природа от осени к зиме, от зимы к весне. Это не происходит мгновенно, да, это происходит плавно. И существуют точки перехода, благодаря чему это происходит. И у нас есть внешние ци, и у нас есть внутренние ци. Да, то есть вот здесь вот это то, как ци меняется в стадии внутри человеческого организма. И здесь мы видим свастику, и здесь, и здесь. Почему? Потому что свастика — это на самом деле та самая большая медведица, да, которую мы только что читали. И есть полярная звезда. И в течение года, если мы будем смотреть на небо, положение медведицы нам дает понимание, в какой из стадий, в какое время года мы находимся. Это, можно так сказать, древнейшие часы. Без каких бы то ни было механизмов, мы, посмотрев на небо, посмотрев на полярную звезду и в какой точке находится медведица, можем понимать, какое у нас время года. Да? И свастика в этом смысле, опять же, как индийский символ, как китайский символ, он абсолютно универсален. Здесь, тут долго можно рассказывать, это отдельная история, да, это вот ключевые энергетические точки, которые активизируются в тот или иной час, в тот или иной день. И нужно сказать отдельно, что если говорить про акупунктуру, например, то в первую очередь это хронопунктура. Да, то есть нам не просто нужно воздействовать на биологически активные точки, это делается в определенный момент времени. Если мы это сделаем неправильно, то может быть плохой результат. С одной стороны, а с другой стороны, существует вот в этом же трактате Желтого императора отдельные рекомендации по тому, как питаться зимой, осенью, летом, как нужно рано или поздно вставать, какие нужно совершать действия для того, чтобы быть в сонастройке с природой. То есть основная идея во всей этой концепции в том, чтобы синхронизироваться с ритмами природы, биологическими ритмами, и быть с ним сонастроенным. И вот эта вот концепция, из нее вытекает вообще все китайские науки. Да, то есть если мы посмотрим дальше, у нас есть, например, Сыйджи Пинан, 4 сезона, равновесие, защита. Да, ну вот это вот немножко про, опять же, свастику сами вот прямо из китайских слайдов. И если говорить опять же про числа, Чи Син Гао Джао, 7 звезд высоко сияют. Имеется в виду вот ковш большой медведицы. Да, то есть это такие вот добропожелания, скажем так, на китайском языке. И в Китае существуют одни из древнейших солнечных часов. Да? Описание, первое упоминание о солнечных часах, видите, составлено около 1100 года до нашей эры. Так давно они знают о том, как меняется время и как оно связано с ритмами. И как вот мы видели круг по солнечному году, да, точно так же есть такой круг по циклам Луны. Да, то есть Луна у нас тоже меняет свои фазы. У нас есть полнолуние, у нас есть новолуние, и у нас есть четверть. Первая четверть, вторая четверть. Тоже, соответственно, 4 фазы. И как это выражается, например, практически? Вот это время, да, но вот здесь часы указаны. Ну, это стадия, это не часы. А если мы вернемся на часы, да, вот здесь вот, да, вот здесь оно стоит с 7 до 9, и вот это Е, оно означает желудок, канал желудка.
Но картинка, она сделана Михаилом Алексеевичем, он живет в Пензе, поэтому у него с 7 до 9. В Петербурге это время с 8 до 10. Это время час дракона. И поэтому все китайцы вот в этот час, они завтракают обязательно кашей джоу. Потому что в этот момент активизируется желудок. Если вы в этот час пропустили, то весь день может пойти на смарку. И мы, прежде чем устраивать эту встречу, с Люкой Ценни разговаривали на эту тему. Говорит, да, мы действительно завтракаем, едим эту самую кашу джоу, да, то есть это как следует переваренный рис, в первую очередь, зерновые. Но о том, что это как-то связано с китайской медициной, она даже не знает об этом. То есть это настолько встроено в культуру, что многие из них, они просто даже не понимают, почему. Но объяснение, оно, собственно, есть. Это имеет абсолютно практический смысл. Если вот этот час упустить, то в дальнейшем, скажем так, завтрак или обед в другое время уже будет не столь полезен. Поэтому, вот, например, это очень важно. И здесь есть, опять же, вот эти вот усин, да, как они взаимосвязаны с соответствующими органами. В организме при этом нужно понять, что это не те органы, о которых говорит западная медицина фактически. Это то, как по-своему китайцы это называют. И они имеют друг с другом определенные правила взаимодействия. Следующее, как вот этот цикл, да, это, например, музыка, одна из древнейших систем люй-люй. И вот это, собственно, название месяцев. Да, и соответствующий месяц есть соответствующие частоты, которые синхронны с соответствующим месяцем. И система люй-люй, она говорит о том, что музыка, она должна быть синхронна с временем года. То есть сейчас это не очень, насколько я понимаю, у китайцев соблюдается, но если поизучать трактаты, посвященные китайской музыке люй-люй, то, соответственно, отдельная музыка для весны, отдельная музыка для лета, отдельная музыка для осени. Точно так же, как мы говорили о времени, то же самое происходит с пространством. Да, компас, собственно, тоже был изобретен в Китае, и он называется, очень интересно, Синан, указывающий на юг. Да, мы с вами видели, что лето, оно у нас сверху получается вот в этом цикле. И с точки зрения, скажем так, древнего Китая, у нас направление карты, здесь ее нет, но у нас север сверху, а юг снизу. Древние китайские карты устроены наоборот. У них юг сверху, а север снизу. Да, соответственно, картина мира другая. И, по сути, что это такое? Это тот же самый ковш, только в виде маленькой ложечки. Да, то есть ковш большой медведицы в виде маленькой ложки, которая у нас указывает на юг, для того, чтобы нам ориентироваться в пространстве. И на основании этого, да, если уже говорить про пространство, соответствующие науки, которые посвящены упорядочению пространства, фэн-шуй. Что такое фэн-шуй, я думаю, что большинство здесь знает. Да, другой вопрос, конечно, что есть реальный фэн-шуй на основании древних текстов и то, что у нас бывает выдумывает, но сама эта система фэн-шуй, она очень-очень древняя и построена, опять же, вот на этом цикле этих самых знаков, опять же, ветвей и направлений. Да, и вот можно видеть, что юг красный, потому что он как раз относится к стихии огня, неправильно еще раз, в стадии огня. Да, и, например, север, он у нас синий, но он черный еще называется, он относится к стадии воды. И вот если посмотреть, например, фэн-шуй компас, можно увидеть вот это компас для того, чтобы производить видоизмерения, как самые различные методики, то есть это самые разные способы решать задачи фэн-шуй, они все синхронно кладутся друг на друга. Да, то есть вот каждый из вот этих разрезов это та или иная система координат, способов решения этих задач. И точно так же, если мы возьмем работу с астрономией, работу с астрологией, огромное количество способов смотреть, что у нас сегодня, какой у нас день, какие у нас часы, что нам сегодня можно делать, что нам сегодня нельзя делать, и все они друг с другом не противоречат. То есть в течение тысячелетий появлялись новые ученые, которые по-новому переосмысливали, да, как у нас есть вот эти циклы, есть эти стадии, и они дополняли, они не нарушали предыдущие знания, они их дополняли и делали еще более, можно сказать, точными, или делали это с какой-то другой точки зрения, но при этом все в той же системе координат.
И если вам вообще интересно вот как бы наука, исследования, которые были реализованы в Древнем Китае, очень вам рекомендую вот этот цикл книг. Да, здесь огромная энциклопедия, посвященная тем изобретениям, литературному наследию, историческому наследию, военному наследию, медицинскому наследию, образованию. Это огромная работа, и здесь очень-очень много информации. Вот если говорить про Люлюй, как раз, например, здесь я из этих книг подчеркнул очень много интересного, очень интересно на эту тему. Они доступны в библиотеках, и тоже вполне можно их брать. И если говорить опять же про Индию и Китай, о том, насколько вот, как бы, вот эта синхронность, вот тоже могу вам особенно рекомендовать вот эту книжку «Становление философии на Востоке» Лукьянова. Вот в этой книге он рассказывает о том, как вот эта вот мировоззренческая матрица, можно так сказать, вот эта система координат, она абсолютно одинаково работает, что в Индии, что в Китае, и даже немножко в Греции. Единственное, что в Индии как раз у них нет вот этого понятия син как стадий. У них есть понятие татв, именно как отдельных частей. Как раз тоже металл, огонь, вода. Но панчататва, оно на санскрите называется, они рассматривают именно как отдельные стихии. Не как в Китае, это как отдельные стадии. Можно еще слово син, на самом деле, оно в словарях тоже переводится как порядок или ряд. Да, упорядочивание у нас происходит, когда мы синхронизируемся, вот благодаря этим технологиям, с ритмами природы происходит упорядочивание по ряду, взаимодействует одно с другим. И отдельно вам хотел порекомендовать вот этот сайт, да, ctextorg, в котором есть возможность получить доступ к древнейшим текстам с дословным переводом каждого слова. То есть вы можете открывать трактат, как вот мы сейчас Дао Дэ Цзин смотрели, как вот, собственно, я работал как раз с тысячесловием благодаря этому сайту в том числе. Можно открывать соответствующий трактат и на каждое слово нажимать, и оно дает сразу энное количество значений, потому что один иероглиф может там иметь 10 значений, 15 значений, и они переведены на английский язык, те возможные значения, которые есть. И вот этот ресурс замечательный, с моей точки зрения, потому что здесь, видите, и математика, и история, и вот как раз этимология, вот этот вот древний трактат этимологический, он тоже здесь есть, к нему можно получить доступ. И можно начать говорить. Так, ну время у нас уже перехода к нашей практической части.